Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Заговор против Трампа. Одна из теорий заговоров гласит, что США договорились с арабами и уронили цены на нефть, из-за чего и развалился Советский Союз. Но мы наблюдаем, что происходит то же самое, но в обратную сторону. То есть оружие американцев обратили против них. Россия в сделке ОПЕК плюс договаривается и роняет цены на нефть, что негативно может сказаться на всех обещаниях Трампа. Бензинчик-то там уже продается практически по себестоимости, а если нефть еще чуть-чуть припадет, то добыча ее станет нерентабельной. И это может уже сказаться на внутренней политической ситуации в Соединенных Штатах Америки. Александр, как вам такая теория? Ну, во-первых, меня вот в этой всей теории про то, что Штаты договорились с арабами уронить цены на нефть, и поэтому Союз развалился, меня в этой теории, когда мне предлагают на полном серьезе вот ее обсуждать, меня смущает одно обстоятельство, которое называется Великая Отечественная война. Ну, поясню. Великая Отечественная война была несколько более жестким испытанием для экономики, чем период низких цен на нефть. Как бы вот прям немножко более, вы знаете, вот прям вот немножко настолько более жестким испытанием, что если вы пережили Великую Отечественную войну, то низкие цены на нефть для вас должны были бы быть, ну, как-то, ну, неприятно, конечно, но, мягко скажем, не смертельно. То есть должны были происходить какие-то такие процессы в самой экономике, которые должны были ухудшить управляемость, привести к центробежным, притом объективно поддержанным сформированными изменениями в системе, к центробежным тенденциям. Ну так, чтобы на местах людям становилось все менее интересно, людям не низовому звену, а вот управленческому, все менее интересно взаимодействовать с центром, что-то там с ним согласовывать, что-то туда отправлять, ну и так далее. Вот. И чтобы возникла возможность для такого вот, для реализации вот этих центробежных тенденций. То есть, еще раз, в той системе, которая выдержала Великую Отечественную, должны были начаться какие-то негативные процессы на структурном уровне. Не просто, они дураки управлять не умеют. Ну да, дураки управлять не умеют, это все понятно. На структурном уровне должны были начаться какие-то изменения, какие-нибудь реформы какого-нибудь человека, например, с фамилией на букву К должны были начаться, какие-то изменения должны были начаться. Они должны были привести к обострению центробежных тенденций, и потом какая-то ситуация должна была привести к тому, что вот этот потенциал центробежный реализовался. Ну и вот он реализовался. Оказали ли на это влияние нефтяные цены? Ну и да, и нет. Они могли послужить неким поводом и неким негативным фоном, который ухудшил какие-то показатели. Но привести к тому, что все обрушилось из-за низких цен, я вам страшно скажу, а у нас давно вообще много нефти? Нет, не очень давно. У нас основные открытия и освоения месторождений Западной Сибири, вот этих вот гигантов, начались с 50-х годов. Советский Союз распался в 91-м. Ну, то есть, знаете, за где-то 30-40 лет, ну вот пока шло освоение, вот это был период, когда у нас вот, ну, нефти было либо много, либо очень много. А до этого нефти было мало. Да, разумеется, если мы посмотрим на объемы добычи, скажем, ну, в 2014 году, прошу прощения, в 1913 году добывалось что-то порядка 8-9 миллионов тонн. К концу 30-х годов добывалось уже порядка 38 миллионов тонн. Да, больше. Но для понимания масштабов сейчас во всем Союзе, там в Российской империи, во всем Союзе, то есть не только на территории РСФСР,
Добывалось 38 миллионов тонн. Если мы посмотрим на ситуацию вот сейчас, ну, для нас 500 миллионов тонн, это, ну, что-то как-то уменьшились показатели. Вот 550 это да, это уже более-менее. Но даже при тех 38 как-то, знаете, справлялись. Вот, и не экспортировали, что характерно. По крайней мере, мне про экспорт нефти неизвестно в тот период. Более того, находили возможности а, экономить топливо, и в том числе буквально делали газогенераторные автомобили, которые буквально могли на шишках работать. То есть вы куда-то там, знаете, в какие-то лесозаготовки людей отправляете, им даете автомобили с этими газогенераторами, и на щепе, на еловых шишках нормально машинка ездит, машинка работает. Вот. То есть, когда все объясняется низкими ценами, из этого, надув щечки, делаются какие-то далеко идущие выводы, у меня это вызывает некоторое недоумение, потому что это игнорирует, на мой взгляд, какие-то системные проблемы. Ну, посмотрим на Соединенные Штаты в этом смысле, ну, в этом же контексте. Если мы посмотрим на Соединенные Штаты, то Штаты стали нетто-экспортерами нефти, прошу прощения, они вообще не стали нетто-экспортерами нефти. Соединенные Штаты стали экспортировать нефть, вновь начали экспортировать нефть с 2015 года. Две тысячи пятнадцатого года. Долгое время Соединенные Штаты были экспортерами нефти, потом они стали нетто-импортерами нефти, потом экспорт просто запретили, и вот только вот в середине десятых годов вновь экспорт нефти разрешили, когда сланцевая нефти и газодобыча дошли до таких уровней, которые позволяли, в принципе, обеспечить этот экспорт, объем добываемого сырья того качества, которое могли предоставить компании, был немножко неадекватен потребностям внутреннего рынка Соединенных Штатов. И в этом плане, если завтра вот эта часть нефтедобычи исчезнет в США, ну, которая появилась с начала десятых годов и развивалась в течение десятых годов, и вот сейчас тоже более-менее там трепыхается. Так вот, если эта часть нефтедобычи исчезнет, то, конечно, это окажет негативное воздействие на американскую экономику, но к развалу не приведет. То есть как-то они жили до начала десятых годов без этого сектора, без сланцевого сектора, который как раз и может пострадать от периода низких цен. Кстати, что это за низкие цены? При каких ценах сланцевая нефтедобыча становится нерентабельной? Везде по-разному. Вот со всей академической серьезностью заявляю, везде по-разному. Себестоимость разная, на разных плеях. Но некие средние показатели, на которых сейчас сходятся американские нефтяники, и эти показатели они транслируют широкой общественности. $65. $65 за баррель марки WTI. Это североамериканская смесь. 65. Ниже 65, ой, мы дальше не можем. Это не означает, что вся нефтедобыча куда-то исчезнет. Это не означает, что внутренний рынок пострадает. Тем более, что внутренний рынок Соединенных Штатов, если мы говорим про рынок моторных топлив, он зависит от мировых котировок. И наоборот, потребителям в Соединенных Штатах будет радостно, приятно и местами даже замечательно, если цены останутся на текущих уровнях или снизятся. Потому что чем ниже цены на нефть, тем ниже цена, которую платит из своего кармана средний американец за бензин, за дизельное топливо. Ну, в основном за бензин, там довольно бензинизированная страна. Но тем не менее. То есть, чем ниже цены, тем простому потребителю лучше. Да, нефтедобытчикам хуже. Но Соединенные Штаты не являются нетто-экспортерами нефти. Соединенные Штаты экспортируют нефть. Но импортируют нефть они больше, чем экспортируют. Парадокс, казалось бы, но проблема в том, я, собственно, уже ее коснулся, что добываемая нефть не соответствует тем характеристикам, в первую очередь, которые необходимы внутреннему рынку, внутренним переработчикам в Соединенных Штатах. Кстати, нефтепродукты Соединенные Штаты тоже импортируют, но экспортируют нефтепродуктов они больше, чем импортируют. Вот в плане нефтепродуктов Соединенные Штаты – это нетто-экспортер.
Правда, основной нефтепродукт, который они экспортируют, это пропан-бутан, ну или там, сжиженные углеводородные газы. Насколько вы будете считать это серьезным нефтепродуктом, это, знаете, каждый решит для себя. Однако, ну вот, да, экспортируют довольно большие объемы, там что-то более 1 миллиона баррелей в сутки вот этих самых сжиженных углеводородных газов. Дизельное топливо тоже экспортируют, да, тоже довольно значительные объемы. Но бензин, нет, извините, бензин в основном для внутреннего потребления, потому что бензина нужно 8 миллионов баррелей, даже более 8 миллионов баррелей в сутки. Это то, что просто в сутки потребляется американцами, которые в 4 раза больше на душу населения потребляют бензина, чем, скажем, граждане Российской Федерации. Потому что организация городов, потому что структура потребления, привычки потребительские таковы, что меньше ты потреблять в среднем просто не можешь. Тебе придется очень сильно ломать себя, среднего американца, вот, чтобы это потребление снизить. Себя без каких-то экономических стимулов никто переламывать не собирается. И тут мы приходим к довольно парадоксальному, наверное, утверждению, что для внутреннего рынка Соединенных Штатов низкие цены на нефть – благо, а вот для внутреннего производителя нефти, да, это большая проблема. При том, что сейчас текущие цены на нефть и в целом на энергоресурсы таковы, что они не позволяют обеспечивать необходимый уровень капиталовложений в рост добычи нефти и вряд ли обеспечат рост добычи газа. Тем более, что порядка 20% всего добываемого газа в Соединенных Штатах – это газ, который добывается, это попутный нефтяной газ, это продукт добычи нефти, это попутный продукт нефтедобычи. И тут мы приходим к еще одному интересному выводу, который из этого всего мы можем сделать. У Соединенных Штатов возникает проблема. Низкие цены на энергоносители стимулируют потребление внутри страны, соответственно, можно увеличивать потребление, придется увеличивать импорт в условиях стагнации добычи. И при этом растет потребление газа, опять же, внутри Соединенных Штатов, то есть и потребление нефти надо будет увеличивать, и значит увеличивать импорт. Не сейчас, но через какое-то время. И внутреннее потребление газа планируется, будет расти. И в это же время расширяются возможности по экспорту газа. Внимание, вопрос. Что должно произойти с внутренним газовым рынком Соединенных Штатов Америки, если одновременно происходит следующее? Растет потребление, растут экспортные мощности, а добыча не растет. Что должно произойти с ценами? И тут мы приходим к тому, что нефть может быть поддержана газом. Это если мы коротенько, не на 15 часов, а на 15 минут попытаемся вот эту тему обсудить. Мы невольно, быстро, массу вопросов откидывая в сторону как несущественные, приходим к тому, что если все будет идти, как идет сейчас, на рынке нефти, ну и на рынке энергоносителей в целом, и если также с той же динамикой, как планируется, будут вводиться мощности по сжижению газа на территории Соединенных Штатов, а также мощности по производству электрической энергии из газа, в условиях текущей динамики добычи в Соединенных Штатах, то цены на газ могут вырасти, что снизит конкурентоспособность газовой генерации внутри Соединенных Штатов, но поддержит в том числе нефтедобычу в Соединенных Штатах Америки, потому что, смотри, чуть ранее часть газа, который продается в Соединенных Штатах, это попутный газ, который добывается при производстве нефти. То есть у вас финансовый поток, денежный поток, который вы будете получать от вот этой газовой попутной составляющей, может поддерживать поток нефти, который вы, собственно говоря, добываете, и вот этот газ у вас идет как попутный продукт. Вот какая-то такая ситуация может сложиться. Парадокс. Но здесь мы, собственно, приходим к тому, что вопрос о влиянии на Трампа, как на политика, уж извините, что забегаем в завершении этого ролика на хрупкий лед политологии, вопрос о судьбе Трампа как политика в контексте нефтяных цен больше связан не с теми объективными процессами, которые будут вызываться этими ценами, текущей ситуации на рынке, шире, если сказать. Его судьба будет больше связана с тем, как будут поданы те или иные изменения на рынке.
Цены падают. Это для тебя, простой американец. Это мы постарались, чтобы у тебя бензин был дешевле. Да, эти компании не вывозят. Ну что делать? Не все смогли пережить. Но вот есть группа компаний, которые молодцы, которые продолжают добывать. Мы будем им помогать, мы будем их стимулировать, мы будем вкладывать деньги. Но делая выбор между вот этими толстосумами-нефтяниками, у некоторых из этих толстосумов одна единственная скважина и все. Вот, между этими толстосумами-нефтяниками и тобой, простой американец, мы будем делать выбор в пользу тебя, простой американец, голосуй за нас. Могут они так сказать? Да, безусловно, могут сказать. Более того, скажут. Если какие-то проблемы такого масштабного характера вдруг неожиданно обрушатся на американскую нефтянку. Но еще раз. Соединенные Штаты Америки, являясь крупным поставщиком нефтяной продукции, то есть и нефти, и нефтепродуктов как таковых, а также крупными поставщиками, являясь крупными производителями сжиженного природного газа. Соединенные Штаты Америки еще 15-16 лет назад жили как-то без этой отрасли. СПГ стали экспортировать с 2016 года, импорт нефти, ну, тоже примерно в то же время. В смысле, экспорт нефти в то же время стартовал. И стартовал вовсе не потому, что внутренние потребности этой нефтью были удовлетворены, а потому что не находится спрос. Ну и там логистические еще сложности есть. Ну и спроса нету. Конкретно на эту нефть с конкретно этими характеристиками. Давайте ее продадим за рубеж. Пострадает ли финансовая составляющая в Штатах? Пострадает. Но для страны, которая может до 40 триллионов долларов довести долг, потом до 50, до 100 триллионов довести долг. Вы знаете, вот для этой страны нефтяная отрасль не является жизненно важной. И заметьте, почему-то наличие нефтяной отрасли даже в лучшие годы не помогало снизить темпы накопления долгов, не помогало Соединенным Штатам решить накопленные экономические проблемы, которые привели к крупному экономическому кризису в конце нулевых, и последствия этого кризиса до сих пор не были преодолены. Не позволила эта нефтяная отрасль провести реиндустриализацию, которая задумывалась еще при Обаме, на волне вот этого экономического кризиса конца нулевых годов. То есть не позволила почему-то. Отсюда мы делаем вывод, что проблемы нефтяной отрасли, если и будут, то решающего воздействия на экономику Соединенных Штатов не окажут. На отдельные компании окажут. Если эти компании прекратят свое существование и добыча в Штатах снизится, это, конечно, будет большой подарок другим крупным поставщикам, и России в том числе. Но для самих Соединенных Штатов у них проблема связана не с этим, у них проблема связана с другим. Долги продолжают копиться, отдавать эти долги, разумеется, никто не будет, а мысль, которая обычно в связи с этим высказывается, что главное не размер долга, а возможность его обслуживать, способность его обслуживать. Так вот, эта мысль может в какой-то момент стать неактуальной, потому что, в какой-то момент, опять же, вы упретесь в то, что размер долга уже таков, что даже ваша экономика не позволяет этот долг обслуживать. Сколько бы пузырей для сжигания денег вы не создавали, сколько бы пузырей вы не стимулировали, в том числе, кстати, сланцевый пузырь в свое время помог утилизировать довольно значительную часть, значительные объемы денежных средств. Но не так уж это и помогло. Кстати, сейчас искусственный интеллект изумительно помогает утилизировать денежные средства. Я думаю, мы с вами еще увидим, как этот пузырь лопнет. Это не значит, что отрасль искусственного интеллекта исчезнет. Нет, это означает, что сейчас эта отрасль, на мой взгляд, знаете, мне с дивана, точнее, с кресла, так вот кажется, что в эту отрасль начинают вливаться какие-то неадекватные деньги, которые просто не удастся отбить, и в конце концов будет надут пузырь, который сделает громкое бум. Вот это поможет утилизировать часть средств и снизить вот это долговое давление парадоксальным, опять же, образом. А за американскую нефтянку переживать не надо. Пусть она сама за себя переживает. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках для вашего удовольствия. Ссылки будут в описании. Спасибо большое за внимание. Да, ну и подпишитесь на мой телеграм-канал «Нефтегазовая игра» и на телеграм-канал «Инфотек» тоже подпишитесь. На сегодня все. Всего хорошего.